Привет, с вами Корней. Сегодня мы посмотрим финал эксперимента по самозарождению жизни. Хочу сразу сказать, что эксперимент завершился удачей. Я получил какие-то микроорганизмы. По крайней мере, они так выглядят. Может быть, правильнее было бы назвать их коацерватными каплями опарина, но ведут они себя все-таки во многом как живые существа. Я специально нашел свой старый микроскоп в своей кладовке. И поэтому это очень старый микроскоп, он давно там хранился, поэтому если где-то вы заметите пыль, то прошу меня простить. Просто он очень старый. Благодаря этому микроскопу вы сможете посмотреть то, что увидел я. Итак, я пытался повторить эксперимент Миллера. Это мне удалось. Так же, как в эксперименте Миллера, жидкость, изначально бывшая в бутылке совершенно прозрачной, приобрела бурый цвет. А заполнена была бутылка водой, аммиаком, угарным газом, метаном и водородом. Находилась она в соли, и тут же в соли находятся нагревательные элементы. Это все было сделано для того, чтобы бутылка просто подогревалась снизу. Благодаря этому жидкость испарялась и, конденсируясь на поверхности бутылки, в виде капель опускалась снова вниз в жидкость. А пока вот это все было газом в этой части бутылки, эти вещества подвергались облучению ультрафиолетовым фонариком. Для чего это делалось? Ультрафиолетовый свет достаточно высокоэнергетичен, и под его воздействием происходят самые разнообразные реакции с большей легкостью. Они происходят во всех направлениях. Молекулы могут разрушаться и наоборот создаваться. Поэтому какие-то молекулы разрушались, становились меньше, а какие-то наоборот объединялись, становились крупнее и тяжелее. Все это стекало вниз и снова попадало в жидкость. А тяжелые молекулы имеют меньшую склонность вновь испаряться. И поэтому в процессе этого круговорота в жидкости накапливалось все больше и больше тяжелых сложных молекул. Такой же результат получил и Миллер. Посмотрев под микроскопом, что же из себя эта жидкость представляет, Миллер увидел там небольшие сгустки какого-то вещества. Он провел анализ, оказалось, что это аминокислоты. Аминокислоты – это молекулы, из которых состоит все живое, в том числе и мы с вами. Но воздействием ультрафиолета, только этим воздействием, этого не объяснить. В этой бутылке образуются самые разные углеводородные соединения. Их может быть огромное количество. И они должны образовываться примерно в равной пропорции. Однако преобладают именно аминокислоты. Почему так происходит? Современные ученые нашли этому объяснение. Они считают, что это происходит за счет того, что возникают замкнутые каталитические циклы. То есть вещества начинают действовать друг на друга как катализаторы. Допустим, наличие вещества А может действовать как катализатор для вещества В. То есть в присутствии А молекулы В возникают легче и в большем количестве. Само по себе вот такая одна каталитическая какая-то направляющая ничего не решает. Но вещество В может быть катализатором для вещества С. Это пока тоже ни к чему особенному не приводит. Но если вещество С окажется катализатором для вещества А, то картина сразу меняется. Замкнутый цикл каталитический приводит к тому, что эти три молекулы, взаимно поддерживая появление друг друга, постепенно заполняют жидкость все в большем и большем количестве. И очевидно, что именно аминокислоты по сравнению с другими молекулами именно вот такие каталитические циклы и создают. Постепенно они усложняются из-за того, что возникает больше таких молекул, меняется общая среда, появляются какие-то новые соединения, и какие-то из них могут вновь включиться в каталитический цикл. И получается двойное каталитическое кольцо, и это усложняется все более и более. Чем сложнее эти каталитические циклы, тем устойчивее вот этот комплекс молекул, тем он все больше и больше заполняет собой объем
предоставлены ему. Если задуматься как следует, то по сути мы должны прийти к мнению, что это не что иное, как жизнь, своеобразная форма жизни. Ну, на самом деле это, конечно, зависит от того, какое определение мы дадим жизни. Я склоняюсь к такому мнению, что живое должно обладать следующими качествами. Оно должно уметь самосохраняться, расти и размножаться и эволюционировать. Если задуматься, то вот набор вот этих веществ, которые находятся вот на самом деле в этой бутылке, всеми этими качествами обладает. Если мы из этого треугольника удалим любое вещество, допустим С, то благодаря наличию вещества В, С вновь образуется, то есть треугольник восстановится. Система, пережив какой-то кризис, когда будет чувствовать себя не очень хорошо, тем не менее восстановит равновесие. То есть способность к самосохранению есть. Благодаря тому, что эти вещества взаимно усиливают друг друга, их становится все больше и больше. Это своего рода рост. А поскольку мы имеем дело с раствором, а не с отдельным каким-то организмом, то рост в данном случае и размножение – это по сути одно и то же. То есть вещество заполняет весь предоставленный ему объем все в большей и большей степени. Ну а то, что постепенно подключаются какие-то новые молекулы, это и есть не что иное, как эволюция. Потому что чем больше, чем сложнее вот эти взаимодействия, чем больше в нем элементов, тем сама система становится устойчивее и сильнее. Это не что иное, как эволюция. По сути, вот набор этих химических веществ отличается от тех живых организмов, к которым мы привыкли, только одним. Он не имеет какой-то оболочки. Он не отделен от окружающего мира какой-то границей. Это жизнь как раствор. Но по сути это жизнь. Но если посмотреть под микроскопом, то мы увидим, что эта жизнь уже достигла даже стадии, когда возникают какие-то оболочки. То есть под микроскопом видно, что это не просто раствор, что эти вещества образуют определенные сгустки в виде каких-то капелек. У них даже есть какая-то своеобразная оболочка. То есть они очень похожи на современные микроорганизмы. Когда я открыл бутылку, а сделал я это для того, чтобы посмотреть под микроскопом, может быть, кому-то интересно, как это происходит. Для самых любопытных я это просто продемонстрирую. Я набрал немного жидкости. Так. Поместил на стекло. И сверху разместил другое стекло. В результате между двумя стеклами возникает тончайший слой жидкости. И все, что там находится под микроскопом, становится удобно наблюдать. Вот. И, как я уже сказал, для этого мне пришлось открыть бутылку. И, конечно, туда попал воздух, попала современная атмосфера. А все это эволюционировало в совершенно иной атмосфере, в совершенно другом наборе газов. Это атмосфера, приблизительно соответствующая первобытной атмосфере Земли. И, конечно, для вот этих всех капель, которые по сути уже являются чем-то вроде микроорганизмов, это было каким-то шоком. И под микроскопом видно, как одни из них стали, по сути, гибнуть. То есть они стали уменьшаться в размерах. Но другие сумели приспособиться, они, наоборот, увеличиваются в размерах. То есть, по сути, они в какой-то степени, можно сказать, питаются за счет погибающих. Конечно, не напрямую нападая на них, а используя те вещества, которые погибающие клетки выделяют в окружающую среду. То, что одни приспособились, а другие нет, говорит о том, что даже вот за такой короткий срок различные клетки сумели по-своему эволюционировать. Кто-то из них оказался способным приспособиться к новым условиям, а кто-то нет. Я считаю, что результаты этого эксперимента достаточно интересны. Саму бутылку я эту сохраню. Мне просто интересно, что же в дальнейшем будет происходить с теми существами, которые там находятся. Я могу предположить, что они погибнут.
те, которые не погибнут за счет непривычной для них атмосферы, скорее всего, будут уничтожены, съедены микроорганизмами современными. Ну, просто потому, что современные микроорганизмы, они, конечно, к современным условиям в любом случае лучше адаптированы. И наверняка они с этими клетками справятся. Ну, так это или нет, мы посмотрим. Ну, а в планах у меня есть такая идея, что, может быть, стоит поставить еще один эксперимент по самозарождению жизни. Но, конечно, я не хочу повторять все в точности. Если его поставлю, то он будет более сложным. Микроорганизмы, полученные мной, состоят только из аминокислот. Современные микроорганизмы состоят из белка. А белок – это не что иное, как цепочка аминокислот. Так вот, эти цепочки аминокислот очень трудно составляются. Они хрупкие, они стремятся вновь разделиться на отдельные аминокислоты. Поэтому вряд ли в этом растворе получился белок. Но современные ученые считают, что белковые соединения из аминокислот могли возникать не просто за счет химических реакций как таковых, а за счет того, что в этом определенную роль сыграли кристаллы, определенные минералы. На поверхности кристаллов, в силу определенных химических притяжений, цепочки аминокислот могут выстраиваться. Находясь в относительно таком фиксированном состоянии на поверхности кристалла, они успевают выстраиваться в довольно сложные структуры, которые уже могут оказаться прочными. И потом, отделившись от кристалла, они уже могут как-то самостоятельно существовать, не разрушаясь. Таковы взгляды современных ученых. Я хочу в чем-то опереться на них, а в чем-то я хочу опереться на древние легенды, которые до нас дошли. А дело в том, что я верю в легенды. Меня на это вдохновляет пример археолога Шлимана, который откопал Трою. Троя – это город, который описан Гомером в его поэме о Троянской войне. Во времена Шлимана считалось, что Троянская война – это полная выдумка, что Троя – это никогда не существовавший город. А Шлиман считал, что в любой легенде есть какое-то зерно истины. Сопоставив текст Гомера с картой местности, где примерно могла происходить Троянская война, он рассчитал то место, где Троя должна была находиться. И, несмотря на насмешки сообщества, он отправился на холм, под которым, по его мнению, должна была быть Троя, и начал копать. И что самое интересное, откопал и очень быстро. То есть Троя лежала под очень небольшим слоем земли, буквально под ногами. Я считаю, что во многих легендах есть какое-то зерно истины. И поэтому, если я поставлю следующий эксперимент по самозарождению жизни, то он будет основан и на научных достижениях современных, и на древних легендах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.